Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 18 марта 2019 года. Самый популярный вопрос, естественно, теракт в Новой Зеландии, зачитает Александра. Теракты как явление стали довольно привычными событиями, даже в, так сказать, западном мире. Но обычно теракты на Западе носят не такой кровавый характер, как в странах третьего мира. Однако в пятницу в Новой Зеландии, а эта страна причисляется к западному миру, австралийский гражданин расстрелял десятки человек в местных мечетях, ведя прямую трансляцию в интернете. Уже почти 50 жертв, на тот момент, когда писал Александр. Значит, тут есть что-то, на что стоит обратить внимание. Прокомментируйте, пожалуйста, это событие. Безусловно, здесь есть на что обратить внимание, и оно относится ко всем странам мира, в том числе и к России. Прежде всего, вот на что обратил автор вопроса внимание. В мире есть люди и люди. То есть реакция так называемого мирового сообщества, она совершенно разная от того, где происходит какой-то теракт. Вот есть люди первого сорта, и там вот когда погибают люди, это всегда плохо. Но нужно в данной ситуации не об этом речь идет, а о поведенческих стереотипах нынешней цивилизации. Так вот, когда погибают хоть какое-то количество людей первого сорта, это Европа, Соединенные Штаты, стон стоит по всей планете, все объявляют траур, делают заставки на телевидении, все, там стонут, все там «Je Шарли» и прочее. Когда погибают люди третьего мира, да кому какая разница? Погибло 90 человек в Афганистане не так давно, из них 23 ребенка. Да кого это волнует в Афганистане? Или в России? Погибло, это люди третьего мира, сорта. А вот когда погибают люди второго сорта, то тут немножко надо сожаления высказать, чтобы не прошло незаметно. Но в то же время это сочувствие должно быть, не на уровне, когда погибают люди первого сорта. Так вот, когда произошел теракт в Новой Зеландии, то что? По реакции видно. Погибли люди второго сорта. То есть это определенное общественное внимание, но в то же время нет никаких закатываний глаз, объявления всех этих траурных мероприятий, выставления траурных лент на телевидении. И это не осталось без внимания. Но без внимания это никак не могло остаться, но мы об этом чуть-чуть попозже. Но что такое терроризм вообще? Я уже неоднократно говорил, что нет никакого международного терроризма. Любая террористическая деятельность есть плод определенной спецслужбы одного государства против устойчивости управления другого государства. И когда говорят о борьбе с международным терроризмом, то нужно понимать следующую вещь. Это не воевать и против самих террористов, а исключить в межгосударственных отношениях формы взаимодействия путем террористических актов. Вот о чем речь идет. И соответственно этому любой акт, который проводит одиночка, то этот террористический акт не будет столь знаковым и звучным, как и когда его проводит спецслужба. И в данном случае, несмотря на то, что нас пытаются убедить, что стрелок из городка с очень символичным названием Крайстчерч,
Церковь Христа в Новой Зеландии. Он якобы одиночка, и его никак невозможно было найти. Но здесь сразу никак не получается, его невозможно найти. Вот смотрите, он за сутки до этого хвастался везде, в Фейсбуке, в Твиттере, в группах, что он будет совершать этот теракт. Он показывал. А где спецслужбы-то? Чего они не заметили? На каждый чих в том же Фейсбуке реагируют, да? Опубликуешь статью, вернее, стихотворение Пушкина, где есть слово «хохол», тебя тут же забанят. Нельзя. Это не соответствует правилам сообщества. Но зато, сколько бы украинские ублюдки не публиковали москаляку на геляку и москалей на ножи, сколько бы не призывали убивать русских, никого никогда не запрещают. Сколько бы ни жаловались на это, значит, есть определенная служба, которая все отслеживает, но эта служба пропускает то, что управленчески необходимо. И если русофобия, ненависть к русским, это является трендом всей западной политики, трендом всей западной идеологической работы, и это всегда поддерживается, подстегивается, никогда не исключается, то значит пропускание вот этого, вот этих всех дел подготовки теракта, когда он заранее огласил, означает, что это тоже соответствует информационной политике и политике вообще тех, кто управляет этим процессом и кто обеспечивает информационное сопровождение этого теракта. Чем отличается этот теракт? Этот теракт отличается тем, что он изначально направлен на медийное сопровождение. Максимум. Сначала объявление о том, что теракт состоится, затем прямая трансляция этого теракта, а затем на все лады расписывание того, как этот теракт состоялся. И не важно, что там Facebook и Twitter потом начали удалять видеоролики. Это только подстегивает интерес, поскольку на других ресурсах эти видеоролики можно посмотреть. Это тоже форма пропаганды. Вопрос заключается в следующем. Как он подготовился? А потом, после теракта, стали публиковать снимки его магазинов. А на каждом магазине с патронами или уже без патронов надпись. И вот вы понимаете, какая штука? Полиглот оказался. Там вплоть до грузинского языка надписи. На разных языках. На английском, на русском, на болгарском. Я говорю, вплоть до грузинского. А что на эти надписи? А эти надписи все несут на себе информацию о противостоянии христианского мира и мира ислама. Исторически реального, а не коранического. Везде конфликтные ситуации. Надписи коротко свидетельствуют либо о каком-то событии, как, например, битва при Кагуле, или же о каком-то политическом деятеле, полководце, или даже о террористе, который расстрелял церковь в Квебеке. Все есть. Это широкий спектр. Он выпустил манифест. То есть под самим терактом, его звучностью лежит какой-то мощный управленческий маневр, который заранее подготовлен, для которого заранее подготовлена информационная база. Потом эти 70 с лишним страниц его манифеста можно будет цитировать под тот или иной маневр управления. Вот эти магазины, рэперные точки, где какое противостояние. Но почему Новая Зеландия? Это же рай на земле.
спокойно, там все хорошо, социальный как бы мир, и, в общем-то, туда переехать жить, это как переехать жить в рай, где тебя не коснутся никакие катаклизмы. И вот один из мусульманин переехал 2 месяца назад, чтобы там благополучно избежать всех катаклизмов в этом мире. В исламском мире сейчас много войн идет. И он погиб во время этого теракта вместе со своим ребенком. То есть, как бы ни бежал, все равно от судьбы не убежал. Но вопрос заключается в следующем. А под что вообще все это происходит? Я уже неоднократно говорил о том, что в мире совершается управленческий маневр по переносу центров концентрации управления из Европы и англо-американского блока, евроатлантического и евроазиатского блока. В центры концентрации управления евроатлантические переходят в основном, не 100%, а в основном переходит на Китай, а евроазиатский центр концентрации управления в основном переходит на Иран. Это 2 центра концентрации управления в будущем. А что в Иране? Что за центр такой, центр концентрации управления? Это страна, которая должна стать лидером в исламском мире и показывать правильный ислам, которая должна была страна прийти следом за ИГИЛ в Европу, и ИГИЛ сносит государства исторически сложившиеся, а пришедший за ИГИЛом Иран уничтожает ИГИЛ и устраивает новые страны уже в рамках европейского исламского халифата. Этот сценарий был заблокирован тем, что Россия не рухнула к нужному моменту, но самое печальное это то, что противостояние глобальной элиты и американской страновой элиты, а Соединенные Штаты это главный инструментарий проведения надгосударственного управления как евроатлантического блока, так и евроазиатского блока. Вот. Американская страновая элита в стремлении сохранить свое паразитирование на странах и народах всего мира вцепилась в жуткой схватке с глобальной элитой. И в результате этого вместо игры в поддавки с ИГИЛ, ИГИЛ начал воевать по-настоящему. И Иран не справился, силы не хватило. И поэтому-то здесь, в общем-то, деваться было некуда. Приняли участие России, а Россия стала строить управление этим регионом по собственным правилам, что не отвечает планам ни американской страновой элиты, ни глобальному предиктору. Но у глобального предиктора деваться некуда, и поэтому приходится какое-то время мириться. Рассчитывая, что по принципу короткого верштага Россия все равно придет в то состояние, в которое они планировали, но придется отсрочить там 50, 100 лет, может быть, еще подождать. То есть глобальный предиктор, он действует по принципу «мы не связаны временем». И потому, кстати, они и выигрывают. В отношении тех субъектов управления, которые всегда связаны временем и не успевают, вот мне к сроку надо. Так вот, происходит перенос центра концентрации управления. Но что отличает и Китай, и Иран вот в этом вот в плане существования центра концентрации управления? И в Китае очень плохая экология, а в Иране тоже не очень хорошие климатические условия. Соответственно этому, как
центры концентрации управления, как административные центры управления, эти две страны подходят. Но глобальной элите надо где-то жить. И никто, ни для кого не секрет, что есть такой план, как существование плавучих городов. Но есть более приземленный план, когда райские места на Земле, типа Новой Зеландии, должны стать центром, резиденцией, местом отдыха, базы отдыха для глобальной элиты. Соответственно, это место отдыха должно быть подготовлено и приведено в определенное состояние. И вот здесь принципиально то, что террорист оказался белым, и теракт был совершен против мусульман. В настоящее время мы наблюдаем два процесса. Первый процесс – это полная дискредитация христианской церкви в Европе. Вот последний момент – это, смотрите, как совпало, приговор епископу в Австралии за педофилию и последующий за этим теракт человека, которого можно отнести к васпам. Это белый англосаксонец протестантского вероисповедания. Вообще в западном мире сейчас самый угнетенный человек — это вот как раз белый американец, протестант, то есть гетеросексуал. Потому что все остальное, все извращения принимаются на ура, а нормальный белый мужчина, он самый угнетенный. И вот именно такого человека и выбрали для совершения теракта. Подготовили ему определенную идеологическую базу. Она, говорю, будет еще срабатывать, к ней еще неоднократно будут апеллировать. Вот. Но вопрос заключается в следующем. Городок называется Крайстчерч. То есть Церковь Христа. Что несет за собой христианская церковь? А она несет ненависть к тем, кто не такой, как они. И здесь можно провести прямую линию к крестовым походам, когда мусульмане воевали с христианами за контроль гроба Господня, за Иерусалим. Так вот, зачем это потребовалось глобальному управлению? Дело в том, что сейчас в высшей политической элите, относящейся к глобальному предиктору, глобальной элите, неявным образом идет переход из христианства, из этой религии, переход в ислам. Это не афишируется, это не показывается, но высшие управленческие круги переходят. И еще в 1986 году была вброшена идея о том, что ныне правящая королевская династия в Великобритании является прямыми наследниками пророка Мухаммада. И эта идея с 1986 года по нынешнее время все больше и больше звучит. А зачем это надо? А затем, чтобы вот то, что относится к глобальной элите, спокойно могло восстановить свою историческую, так скажем, веру ислам и остаться в элите нового мира, а все исламские страны использовать просто как пушечное мясо по переустройству мира. То есть одно время мир управлялся на основе христианства, теперь мир будет управляться и глобализация будет идти на основе нового сформированного ислама. Но для этого нужна, чтобы глобальная элита изменила свое, так скажем, вероисповедание с христианской на ислам, на мусульман. Стали мусульманами. Вот этот процесс идет. И дальше.
Что такое теракт вот в современном мире? Посмотрите, как начиная с теракта 2001 года, когда были разрушены эти башни-близнецы, каждый знаковый теракт в каждой стране сопровождается чем? Сокращением гражданских свобод людей. Когда вводится регламентирование, когда люди лишаются своей частной жизни. Если сейчас Новая Зеландия планируется под базу отдыха, рекреационный центр для будущей глобальной элиты, то нужно перестроить функционирование государственности Новой Зеландии таким образом, чтобы чужие там не появились, чтобы вся толпа, вся массовка, не элита глобальная, была выстроена в определенные правила поведения, а это нужно сделать заранее. И сейчас под это дело сам теракт, как показал, полиция не работает, и он в интернете-то выкладывался, а его никто не заметил. Значит, что нужно? Надо ввести определенную цензуру, нужно ввести правила передвижения, правила приема на работу, еще много-много чего, то есть перестроить саму систему жизнедеятельности обслуживающего населения под будущее присутствие там глобальной элиты в рекреационной зоне. Вот на что направлен теракт в Крайстчерче. Нужно подготовить базу отдыха, зону рекреации глобальной элиты в Новой Зеландии к тому, чтобы она стала функционировать. Но поскольку все глобальное управление переводится с христианства на ислам, то соответственно этому теракт должен быть совершен именно белым мужчиной васпом, да. И он должен направлен быть против мусульман. Поскольку, повторяю, вся глобальная элита втихую, не привлекая внимания, переходит в ислам. И именно под себя они создают новую базу рекреационную. Вот что означает этот теракт и его сопровождение. Если вот в двух словах. Но, повторю, мы с этим терактом будем иметь дело в будущем. Не зря он 70 с лишним страниц манифеста написал. Это он написал. Это он такой полиглот на всех языках написать различные события. Это он так хорошо знает историю. Но что самое интересное, сразу же было показано, что его товарищи воевали в фашистском батальоне Азов против русских. Убивать русских – это хорошо. Это осталось у них. Потому что показали, но тут же их вывели. А вот он один. А эти, так вот. Это отдельный процесс.